Усадьба Марка стояла на самом краю цивилизации. Дальше только Татамия. Только древние хвойные леса, которые дышали сыростью и вековыми тайнами. Для Марка, архитектора на пенсии, это место было убежищем от городского шума, который десятилетиями выедал его изнутри. Здесь он привык к звукам природы, скрипу старых сосен, ворчанию барсуков по ночам и мерному стуку дятла по утрам. Но в это утро, 22 апреля, привычная симфония леса была нарушена фальшивой нотой. Марк стоял на террасе, обхватив ладонями теплую керамическую кружку. Туман был настолько густым, что казался осязаемым. Он медленно перетекал через невысокую изгородь, словно призрачная река. И именно из этого тумана прилетел звук. Сначала Марк подумал, что это птица, возможно, сойка, подражающая плачу ребенка, но звук повторился. Резкий, сдавленный, полный такой невыносимой муки, что кофе в кружке едва не плеснул на пальцы. Это был крик существа, которое уже смирилось со смертью, но чье тело все еще отказывалось сдаваться. Марк не стал допивать кофе. Он спустился по ступеням, и холодная роса моментально пропитала его домашние туфли. Он шел на звук, огибая заросли одичавшей смородины и груды старых дров. В дальнем углу участка стояла изгородь, памятник его предшественникам. Старая стальная сетка-рабица, местами вросшая в землю, местами порванная упавшими ветками. Она была покрыта толстым слоем рыжей ржавчины, которая в тумане выглядела как запекшаяся кровь. Там, у самого основания забора, он увидел его. Маленький лисенок, чья шерсть еще сохраняла щенячью пушистость, попал в чудовищный переплет. Он попытался пролезть сквозь ячейку сетки, которая была чуть шире обычного из-за деформации. Голова и передние лапы прошли, но таз и мощные задние лапы застряли. Хуже того, в панике зверь начал крутиться, и острые концы проволоки, раскрутившиеся от времени, вонзились в его бока и шею, словно рыболовные крючки. Когда Марк подошел на расстояние 5 шагов, лисенок преобразился. В нем проснулся древний инстинкт. Несмотря на то, что его тело было буквально распято на стальной сетке, он оскалил свои крошечные игольчатые зубы. Из его горла вырвалось рычание, слабое, клокочущее от усталости, но полное отчаянной храбрости. Марк остановился. Он видел, что земля под лисенком была взрыта. Малыш боролся всю ночь. Его глаза, обычно золотисто-карие, сейчас казались черными из-за расширенных зрачков. В них отражался весь ужас мира, в котором огромный двуногий хищник приближается к тебе, когда ты не можешь даже пошевелиться. «Тише, маленький, тише!» Голос Марка звучал, как шелест травы. «Я не из тех, кто ест лис. Я из тех, кто чинит заборы». Он понимал, что сейчас он для лисенка сама смерть. И это несправедливость, когда ты хочешь спасти, но вызываешь лишь ужас. Больно отозвалась в груди старика. Марк бросился к гаражу. Его движения, обычно неспешные, стали резкими и четкими. Он лихорадочно искал кусачки для металла. Мощный инструмент с длинными ручками, способный перекусить стальной прут. Затем он схватил старые сварочные перчатки из толстой воловьей кожи и тяжелую фланелевую рубашку, которую собирался выбросить. Вернувшись,
он обнаружил, что лисенок затих. Его голова бессильно свисала на одну сторону, а дыхание стало прерывистым и поверхностным. «Только не умирай сейчас», — прошептал Марк. «Потерпи еще немного». Он понимал физику процесса. Если просто тянуть лисенка назад, проволока сдерет кожу до костей. Нужно было вырезать целый сегмент забора, чтобы освободить его вместе с ломаковыми, а уже потом аккуратно разбирать стальной узел. Марк опустился на колени. Запах мокрого меха и ржавчины ударил в нос. Он накинул рубашку на голову лисенка. Это был акт милосердия. В темноте зверь немного успокоился, его мышцы перестали судорожно сокращаться. Первый щелчок кусачек прозвучал, как выстрел в тишине леса. Сталь была жесткой. Марку пришлось навалиться всем весом, чтобы перекусить верхнюю проволоку. Лисенок дернулся под рубашкой, издав приглушенный стон. «Знаю, больно». «Знаю», — приговаривал Марк, чувствуя, как пот катится по его лбу, несмотря на утреннюю прохладу. Он работал медленно. Каждый сегмент сетки нужно было отгибать плоскогубцами. Оказалось, что одна из петель обвилась вокруг сустава задней лапы, перекрывая кровоток. Лапа была холодной. Марк чертыхнулся. Если начался некроз, спасение будет временным. Прошло 20 минут. Руки Марка дрожали от напряжения. Наконец, основной кусок сетки был отделен от забора. Теперь лисенок был свободен от стены, но все еще закован в стальную клетку. Марк осторожно поднял сверток. Лисенок вместе с куском сетки весил не больше пары килограммов. Он перенес его на ровную площадку, где мох был мягче. Теперь предстояла самая тонкая работа — освободить саму лапу. Он использовал маленькие медицинские пассатижи, которые нашел в аптечке. Ему пришлось буквально по миллиметру разжимать кольца ржавой стали. В какой-то момент лисенок, почувствовав острую боль, извернулся под рубашкой и вцепился зубами в кожаную перчатку Марка. Мужчина почувствовал давление челюстей, но не отстранился. «Кусай, если тебе так легче, малыш. Только не дергайся». Последний кусок проволоки со звоном упал на землю. Марк аккуратно развернул рубашку. Лисенок лежал неподвижно. Его бока ходили ходуном. Марк отошел на несколько шагов, давая животному пространство. Он видел глубокие борозды на рыжей шкурке, но, к счастью, самые крупные сосуды не были задеты. Минуту ничего не происходило. Туман начал редеть, и первый луч солнца пробился сквозь кроны деревьев, подсветив капли росы на ушах лисенка. Зверь поднял голову. Он посмотрел на свои лапы, затем на человека. В его взгляде уже не было той дикой черноты. Зрачки сузились, обнажив золотистую радужку. Он медленно, по-стариковски, поднялся на 3 лапы. Четвертая, та самая, что была пережата, сначала висела плетью. Лисенок сделал шаг, затем другой. Кровь начала возвращаться в конечность, и он смешно встряхнул ею, словно стряхивая воду. Он не побежал сразу. Он остановился у кромки леса, там, где начинались густые папоротники. Он обернулся. Марку показалось, что в этот момент между ними протянулась невидимая нить, понимание, которое стоит выше слов и видов. Лис не поклонился, не завилял хвостом. Он просто посмотрел человеку прямо в глаза, словно запоминая это лицо, а затем растворился в зелени леса так быстро, будто его и не было. Марк вернулся к забору. Он собрал обрезки проволоки и аккуратно сложил их в ведро. Он смотрел на дыру в сетке.
Теперь это был не просто изъян в ограждении, а символ чьей-то спасенной жизни. Его руки все еще дрожали, а на перчатке остался след от маленьких зубов. Он вошел в дом, налил себе новую порцию кофе и сел у окна. Мир вокруг остался прежним. Лес все так же шумел, птицы все так же спорили о чем-то своем. Но Марк знал, где-то там, под защитой папоротников, маленькое рыжее сердце продолжает биться только потому, что сегодня утром кто-то не поленился выйти на звук плача. Он взял карандаш и на полях чертежа, над которым работал вчера, набросал маленький силуэт лисенка. Для архитектора это был лучший проект в его жизни — восстановление целостности бытия. Прошли месяцы. Весна сменилась жарким летом, а лето — золотой осенью. Марк почти забыл о том утре, пока однажды вечером не заметил на пороге своей террасы странный подарок. Это была мертвая полевка, аккуратно положенная на коврик. Он поднял глаза и увидел в сумерках у леса взрослую лису. Она была крупнее того малыша. Ее шерсть лоснилась на солнце, а на боку едва заметно белел старый шрам в форме ромба, точь-в-точь, как ячейка сетки рабицы. Лис коротко тявкнул и скрылся в темноте. Марк улыбнулся. Забор он так и не починил. Теперь эта дыра служила дверью для друга.